Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. Сегодня на нашем канале большой праздник. Мы подготовили фильм про всеми нами любимого народного эксперта, умницы, красавицы и самой преданной Дирс Людмиле Владимировне Мамызиной. Мы считаем, что мир Дирс должен знать и гордиться своими героями. Вперед! Людмила Владимировна Мамызина родилась в Белоруссии в семье военного. Война застала ее в Подмосковье, куда она приехала в гости к дедушке. Отец был немедленно призван в танковые войска. Больше Людмила Владимировна его так и не увидела. Он погиб в самом конце войны и похоронен в Венгрии. Людмила Владимировна вспоминает: «Хорошо помню вой воздушной тревоги, когда над нами пролетали немецкие самолеты бомбить Москву. И как метались в ночном небе прожектора, ловившие и сбивавшие их. Затем прошла эвакуация в Пензенскую область, а потом и возвращение. Людмила Владимировна прошла все: голодное детство, учеба в школе, золотая медаль и поступление в Институт внешней торговли, нынешний МГИМО. В институт приходилось ездить на поездах и электричках, 4 часа туда и обратно. Но Людмила никогда не боялась трудностей и училась только на отлично, успевая заниматься спортивной гимнастикой и даже стать чемпионкой института. Первые же каникулы провела в горах Кавказа по туристической путевке. И так влюбилась в горы, что стала активно заниматься альпинизмом до окончания института. В августе 1957 года, сразу после окончания института, в Москве впервые в истории СССР проходил 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на котором Людмила работала переводчиком с китайской делегацией. Это было историческое событие не только для страны, но и для нее самой. Диплом института позволил получить Людмиле Владимировне интересную и достаточно хорошо оплачиваемую по тем временам работу в ВО Продинторг. Министерство внешней торговли, где Людмила Владимировна проработала 42 года, занимаясь главным образом морскими перевозками импортных продовольственных грузов. Правильный выбор института позволил ей осуществить ее детские мечты о море, путешествиях и иностранных языках. В результате Людмила Владимировна изучила китайский и английский языки в институте и французский на работе уже в возрасте 40 лет. В голодные 70-е годы в стране возник огромный дефицит мяса и сливочного масла, и Людмиле Владимировне довелось участвовать в переговорах с иностранными фирмами по заключению контрактов на поставку значительного количества мяса из Австралии, а также в обеспечении доставки этих грузов морским рефрижераторным транспортом. Людмиле Владимировне повезло провести в этой удивительной стране довольно много времени и получить незабываемые впечатления, в том числе пожать лапу кенгуру. За время работы она побывала в деловых командировках в 20 странах, в том числе помимо Австралии во Франции, США, Англии, Канаде, Китае, Кубе и так далее. А также работала в Париже в течение 1990 года, где ей очень пригодилось знание французского. Благодаря удачной сделке Людмила Владимировна отправилась в командировку в Канаду. Там гостеприимные хозяева показали ей Ниагарский водопад и пригласили побывать на знаменитых озерах с фантастически чистой водой, рыбой и птицами, а прогулки на скоростных катерах оставили незабываемое впечатление. Если при советской власти приходилось довольствоваться путешествиями только по своей стране, то уже с 1992 года начались турпоездки в такие страны, как Испания, Мальта, Хорватия, Черногория, а позднее автобусные туры по всем европейским странам. В последние годы Людмила Владимировна много путешествовала всеми видами транспорта, включая автостоп, посещала самые известные достопримечательности, музеи и даже знаменитые оперные театры, в том числе Гранд-Опера в Париже. Особенно важное место в жизни Людмилы Владимировны занимала музыка. В детстве по радио она слушала оперную музыку и самостоятельно ездила в Москву из области в Большой театр и его филиал. Тогда это было еще доступно. Очень любила литературу и много читала, в том числе на английском и французском языках. В школе Людмила посещала замечательный хор, где пела оперные произведения, раскладывая их на 4
4 голоса. Любовь к музыке сопровождала Людмилу Владимировну всю жизнь и в конце концов привела сначала к нашему любимому певцу Димашу в конце 2018 года, а затем на канал «Эхо Петербурга». Это случилось в феврале 2019 года. Как рассказала сама Людмила Владимировна, этот период оказался очень плодотворным в ее жизни. Как-то так случилось, что я стала освещать творчество Димаша на вашем канале, что доставляет мне огромное удовольствие и приносит удовлетворение. Я вырастила 2 дочерей, 4 внуков и помогаю воспитывать некоторых из 8 правнуков, стараясь прививать им любовь к путешествиям, спорту, иностранным языкам и музыке, знакомлю их с творчеством Димаша. Пока им нравится опера номер 2, Screaming, Show Must Go On, SOS и Hello. Мы гордимся дружбой с нашим народным экспертом, нашей боевой подругой из Москвы. Желаем Людмиле Владимировне крепкого здоровья и побольше эфиров. Ведь она всегда с таким трепетом, любовью и одухотворением рассказывает про кумира миллионов. А еще обладает невероятно ценной информацией, которую вы больше нигде не найдете. Спасибо большое, Людмила Владимировна, за ваш труд. Мы вас очень любим, очень ценим и очень вами дорожим. Алга. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my brother. Happy birthday to you. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.